Главный советник Алиева по пропаганде Хикмет Хаджиев считает, что имеет дело с наивными людьми. Баку предлагает Еревану согласовать основные принципы добрососедских отношений до заключения полномасштабного мирного договора, говорит он. По словам Хаджиева, это можно сделать до запланированной в Баку конференции КОП-29 в ноябре. При этом он снова требует изменить Конституцию Армении, ссылаясь на различные причины. Переведем это на более понятный язык. Во-первых, основные принципы уже согласованы, и один из них гласит: ссылки на внутреннее законодательство другой стороны не могут служить основанием для отказа от выполнения договора. Этот принцип Баку уже нарушает, требуя от Армении изменить Конституцию. Во-вторых, все это показное миролюбие и конструктивный подход Баку преследуют одну главную цель – это затянуть время до выборов в США и устранить препятствия для проведения КОП-29 в Баку. Иначе говоря, режим Алиева хочет, чтобы Армения сняла все обвинения с Баку и подготовила для него красную ковровую дорожку. Под основополагающими принципами скрывается отказ от всех международных исков против военных преступлений режима Алиева. Если Армения подастся на эту уловку, чего не произойдет, то Баку проведет свой климатический саммит с большим размахом, дождется прихода Трампа, если он придет, конечно, и начнет новую войну, даже не помышляя о подписании мирного договора. Не бывать этому. Макрон сказал Пашиняну отказаться от участия в переговорах с азербайджанцами при посредничестве англичан, потому что в таком формате встреч будет оказываться давление и выдвигаться ультиматумы, так как Британию можно считать заинтересованной стороной. Либо переговоры проходят один на один, с возможностью присутствия третьей нейтральной стороны, либо каждая сторона приводит своего представителя. Саммит Европейского политического сообщества – это не британский саммит, и премьер-министр Британии не имеет там никакого статуса для решения прикладных вопросов, кроме как статус принимающей стороны. Эта атака была отражена. Затем началась атака на Минскую группу ОБСЕ, которая состоит из США, Франции и России. При расформировании группы с формальными полномочиями в регионе остается только Россия, и эта активность направлена на оказание давления на Армению. Также началась атака на мирный договор, с ссылками на то, что Пашинян отказался от встречи в формате 3 сторон. Речь Алиева о том, что он общался с Кочаряном и Сарксяном, несмотря на их действия, следует интерпретировать как манипулятивный призыв к Пашиняну начать диалог с Алиевым, несмотря на геноцид в Арцахе, а также как попытку приравнять трагедию Хаджалы, организованную Азербайджаном, к геноциду в Арцахе, что по сути является взаимное аннулирование претензий. Это означает, что Пашинян действительно отвергает их предложение решительно и на долгое время, несмотря ни на что, в том числе и на Трампа. А это, в свою очередь, тоже имеет значение. По скриптум. Действующий президент США Джозеф Байден опубликовал официальное сообщение об отказе от участия в президентских выборах 5 ноября. Он останется в Белом доме до 20 января 2025 года, когда примет присягу новый, 47-й президент США. Таким образом, на августовском конвенте Демократическая партия должна будет выбрать другого кандидата в президенты, который, в свою очередь, назовет своего кандидата в вице-президенты. Хочу напомнить, что Байден в 2020 году, выдвигаясь в президенты, пообещал в случае своего избрания признать геноцид армян, что он и сделал 24 апреля 2021 года, с тех пор ежегодно публикуя соответствующие обращения. Давайте поблагодарим Байдена за выполненное обещание и за поддержку Армении и его администрации. Как вел себя Трамп во время 44-дневной войны, мы все прекрасно помним. Спасибо вам за все, господин президент. Отметим, что Байден поддержал кандидатуру на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис, которая официально заявила о готовности стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Ее уже поддержали Билл и Хиллари Клинтоны. Посмотрим теперь,
Что скажут Барак и Мишель Обама, а также Нэнси Пелоси? Официальное выдвижение кандидатов в президенты и вице-президенты США состоится 19-22 августа на конвенте демократов в Чикаго, штат Иллинойс. Что изменится в Иране после избрания Масуда Пезешкиана? Общепринятое мнение гласит: не так уж и много, так как вся реальная власть принадлежит верховному лидеру Аятолле Али Хаминеи. Несмотря на желание нового президента улучшить отношения с Западом, Пезешкиан не сможет бросить вызов Хаминеи, аятоллам и консерваторам. Хотя большой вопрос, есть ли у Пезешкиана такое желание. Мохаммад Табаар, научный сотрудник Гарвардской школы Кеннеди и профессор международных отношений Техасской школы государственного управления и государственной службы имени Буша, подчеркивает эту точку зрения в SF Foreign Affairs. Победа Пезешкиана приведет к некоторым политическим сдвигам. Его правительство, например, могло бы заключить скромное ядерное соглашение с Вашингтоном. Это также могло бы создать некоторое социальное и политическое пространство для своих граждан, особенно для молодежи и женщин. Но в целом Пезешкиан, скорее всего, будет управлять страной в тесной координации с верховным лидером, точно так же, как это сделал Раиси. Страна сохранит свою агрессивную региональную политику и ядерную программу. Он укрепит свои дружеские отношения с Китаем и Россией и продолжит потепление связей с соседними странами. Но будущее Ирана по-прежнему похоже на его прошлое. Другие настроены более оптимистично, подчеркивая, что незначительные изменения в политике могут иметь смысл. Хамидреза Азизи, приглашенный научный сотрудник немецкого института международных отношений и безопасности, пишет для European Leadership Network, что недавняя англоязычная статья Пезешкиана о внешней политике в газете Terran Times предложила знакомую смесь предупреждений и исторических обид, типичную для официальных лиц Исламской Республики, когда речь зашла о взглядах Пезешкиана на Запад. Тем не менее, Азизи считает, что лучше подождать и посмотреть, что Пезешкиан будет делать на практике. В The American Conservative Биджан Ахмади из Института мира и дипломатии видит желание Ирана возобновить ядерные переговоры с США, даже если путь к соглашению будет чреват политическими препятствиями как в Вашингтоне, так и в Тегеране. В Нью-Йорк Таймс на прошлой неделе Холли Дагрис из Атлантического совета написала, что правительство Пезешкиана дает надежду на некоторую отсрочку от жесткого правительства Раиси и тяжелой экономической ситуации в стране, хотя либеральные молодые иранцы не успокоятся, пока Хаминеи не будет отстранен от власти. С другой стороны, как отмечает Дагрис в своем информационном бюллетене The Iranist Newsletter, международный юрист по правам человека Ги Сунния утверждала на X, что внимание мировых СМИ к возможности либеральных изменений в Иране бесполезно, так как оно концентрирует энергию на системе, которая доказала свою эффективность снова и снова и не желает или не может реформироваться. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях. Спасибо за ваш просмотр.